У меня готов шарфик из самой дешевой корейской пряжи. Если вы смотрели видео о том, как я вязала шарфик из дорогого мохера, то, скорее всего, помните, что у меня даже пряжа там осталась. Поэтому неудивительно, что и в этот раз у меня тоже опять пряжа осталась. Вот этой дешевой пряжи из магазина Daiso. Один моточек 1000 вон. У меня было 3 мотка. Посмотрите, сколько у меня осталось. Я вязала в 3 нити. На самом деле, сначала я начала вязать в 2 нити. И у меня получилась вот такая вот штука. Вот такой шарфик. И он вязался сложновато, потому что в 2 нити нитка эта скользит. Это нейлон. Нитка скользит и вот так вот растягивается, но если я обратно потяну, обратно все возвращается на место. Но те убавки, которые я делала, чтобы шарф получился треугольный, здесь мне не очень понравились, поэтому провязав вот здесь вот сколько там, сантиметров 15, может чуть больше, я решила, что все, хватит. Обрезала нить и начала новый. Новый шарфик получился вот такой милый. Это реально то, что я хотела сделать. Небольшой. Такой же треугольный. Техника вязания точно такая же, как в этом желтеньком. Точно все так же, только этот однотонный и обвязка. Такая, как ракушечки по краям. Хоть это и нейлон, но очень нежно, мягко, к шее очень приятно. Поэтому точно это я буду носить. А мохер дорогой. На ощупь мне очень нравится, он такой мягкий, но немножко нитки к черной ткани все-таки прилипают. И у меня сумка черная вся стала в белых таких ниточках. Наверное, надо еще лучше это выстирать, постирать. Надеюсь, нормально будет. Если что, напишите мне, пожалуйста, как вот быть с мохером, который немножко ниточки свои так выпускает. А с этим вообще никаких проблем. Здесь вообще ничего не клеится, никаких пушинок нет. Поэтому дешево или дорого, выбирайте вот как вам нравится. Из дешевой тоже можно классные вещи делать. И давайте покажу, как это вязать. Сейчас покажу, как сделать вот такой скос в этом треугольном шарфике. Этикетка этой пряжи вот такая, так называется. И метраж 25 граммов на 210 метров. Здесь размер спиц, образец. Вы можете посмотреть и приобрести какую-то пряжу похожую. Крючок, которым я буду вязать, у меня 4 миллиметра. Сначала набираем цепочку из воздушных петель. Набирайте так, как вам удобно. Я обычно делаю такое прокручивание. И потом набираю петли. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Вы набираете столько, чтобы получился большой шарфик. Количество петель указано на экране. Когда набрали необходимое количество петель, провязываем первый ряд. Для этого первый воздушно пропускаем, следующее вводим крючок. Вводим и рабочую нить протягиваем через эту петлю и через ту, что на крючке. Провязали соединительный столбик. Следующую петлю провязываем столбик без накида. В следующую делаем накид и провязываем полустолбик с накидом. Протягиваем ниточку, теперь у нас 3 петли на крючке. Протягиваем нить сразу через все эти 3 нити на крючке. Это получился полустолбик. Делаем накид. Теперь провязываем столбик с накидом. Столбик с накидом. Провязали столбик с накидом. И сюда надо повесить маркер. Прямо на эту петлю. Сверху можно повесить маркер. Так будет удобнее. Следующий ряд мы будем довязывать только до этого момента. Это мы уже не будем провязывать. Поэтому маркеры нам пригодятся. Продолжаем вязать до конца ряда столбики с накидом, но не довязываем последние 3 петли. Последние 3 петли здесь в конце ряда мы будем делать точно так же, только в обратном порядке. Так, мы дошли до конца ряда, осталось 3 петли. В первую провязываем полустолбик с накидом,
Делаем накид, протягиваем нить сразу через 3 петли на крючке. Следующий у нас столбик без накида. И в следующую соединительный. Здесь разворачиваемся. Первую петлю от крючка пропускаем, в следующую провязываем соединительный столбик. Соединительный. В следующую тоже соединительный столбик. И вот здесь, где у нас уже столбик с накидом шел, туда провязываем столбик без накида. Столбик без накида. Делаем накид. Здесь у нас полустолбик с накидом. Делаем накид. Столбик с накидом. И сюда вешаем еще один маркер. Итак, продолжаем вязать столбики с накидом. До какого момента вязать? У нас здесь висит маркер. На маркере у нас будет столбик без накида. До него будет полустолбик с накидом. И вот здесь третий будет у нас столбик с накидом. То есть получается до этого момента столбики с накидом. И дальше опять по убыванию. Удобнее ориентироваться, когда есть маркер. Там, где маркер, столбик без накида. Здесь полустолбик с накидом. Здесь столбик с накидом. Поэтому сейчас последний раз вот здесь столбик с накидом. Полустолбик с накидом и столбик без накида. И все, здесь разворачиваемся. До конца ничего уже не довязываем, поэтому у нас получится такой край, если до конца не будем провязывать. Первую не провязываем, в следующую столбик соединительный. Сейчас будет с этого ряда и до конца дальше у нас всегда один соединительный столбик, в следующую столбик без накида, в следующую полустолбик с накидом и сейчас столбик с накидом. Провязываем и маркер меняем, переставляем его сейчас на этот столбик с накидом. Прикрепили. Дальше продолжаем вязать столбики с накидом. То есть запоминаем, ряд у нас начинается. Первый пропускаем, соединительный столбик, столбик без накида и полустолбик с накидом. А заканчиваем полустолбиком с накидом, столбиком без накида и разворачиваемся. И каждый раз поворот на последнем столбике с накидом. И все, дальше уже идет просто. Только привыкнуть к этому. И если маркеры есть, то правда удобнее. Я сначала попробовала без маркера. Мне постоянно нужно было так посмотреть, а где у нас здесь столбик был с накидом. А так намного легче. Сразу его издалека уже видно. И уже понимаем, на каком моменте надо развернуться. Продолжаем вязать до маркера. На маркере столбик без накида. Почти дошла до маркера. Столбик, полустолбик с накидом. Столбик без накида. Разворачиваемся и сразу в следующую пропускаем одну, в эту следующую соединительный. Там столбик без накида, полустолбик и столбик с накидом. Переставляем маркер. Благодаря таким убавкам здесь хороший скос получается для и треугольник получается такой достаточно тупой. Продолжаем вязать. И в конце самый последний ряд тоже также провязываем, сколько петель осталось, просто все по очереди, так чтобы по бокам. Сначала соединительный, потом без накида, полустолбик с накидом, и у меня еще раз полустолбик с накидом и столбик без накида. И все, так закончилось, образовался вот такой уже треугольник.